Мы видим отель, к которому подведено электроэнергии больше, чем к целому городу. Как построить оазис в самом сердце пустыни. Как посреди раскаленных песков создать целую цивилизацию. И не просто выживать, а жить на уровне шик. Сегодня вы узнаете за каких-то 8-10 минут все самое интересное об электроэнергетике в условиях экстремального климата. Это будет история про электричество, трансформаторы, большие электростанции, мощные опреснительные установки и настоящую инженерную магию среди песков. Перед вами не просто курорт, это инженерное чудо. Практически в отрыве от всей цивилизации, но на берегу Персидского залива, окруженный со всех сторон пустыней, стоит оазис. И там раскинулся отель, масштабы которого сравнимы с целым городом. А если быть точнее, по электроснабжению он превосходит целый город. Отдельно для этого отеля проложены через пустыню на десятки километров две высоковольтные воздушные ЛЭП 220 тысяч вольт. Да, именно 220 киловольт, которыми питаются огромные промышленные узлы и большие города, а тут всего лишь один отель. Добро пожаловать в мир, где энергия не просто ресурс, а основа стратегического могущества. Добро пожаловать в Катар. А если посмотреть на карту Катара, вы увидите вот этот большой квадрат. Да, вы можете узнать в нем солнечную электростанцию, о которой я расскажу чуть позже. Но вот эти вот странные круги на карте, которые видны из космоса, может это те самые, как в Англии, может это те самые круги от каких-то НЛО или инопланетных вторжений, и эти круги разбросаны по всей стране. Тайну этих кругов вы тоже узнаете в конце видео. Сегодня вы узнаете про красивые большие ЛЭП, мощные электростанции и даже электрощитки в домах катарцев. Они уникальны, потому что вобрали в себя технологии нескольких стран. И США, и Великобритании. С вами Вальков Александр, Энерголикбез. Поехали! Катар – страна, где энергия течет не только по проводам, но и по венам самой нации. Сердце этой энергетической системы – крупнейшие электростанции на берегу залива, а ее кровеносные сосуды – это сеть высоковольтных линий 400 и 220 киловольт. Так где же рождается сама электроэнергия в Катаре? Катар богат нефтью и газом, и, конечно же, основные крупные электростанции используют газ. И крупнейшая электростанция расположена на севере страны в промышленном районе Рас-Лафан. Здесь расположен основной газовый хаб страны. И здесь же расположена самая мощная электростанция, одна из мощнейших на Ближнем Востоке – Рас-Лафан-Си. Электростанция из 8 газовых энергоблоков с котлами-утилизаторами. То есть она использует комбинированный цикл. Сразу же сжигается газ, образуется электроэнергия. А выхлопные газы, турбины идут дальше в котел-утилизатор, образуется пар, и еще работает паровая турбина. Все турбины Mitsubishi. Электрооборудование Siemens. Помимо того, что на карте мы видим сами энергоблоки, здесь немножко в стороне мы видим какие-то странные блоки из труб. 10 блоков. Это опреснительная станция. В Катаре практически все электростанции – это не только производители электроэнергии. Они еще производят воду, питьевую дистиллированную воду, из морской воды. Основная технология – выпаривание, то есть термическое преобразование. И дистилляторы станции Рас-Лафан как раз термические. Чуть позже я вам расскажу их принцип действия, а пока просто посмотрите, какие они большие, и масштаб их впечатляет. Станция генерирует электроэнергию на разном напряжении. 20 киловольт, 10 киловольт. И вся она стекается к огромному распределительному устройству 400 киловольт. Это элегазовое закрытое распредустройство 400 киловольт, самое большое в мире. 162 метра длиной, 16 на 16. Такой огромный ангар, в котором спрятана вся эта мощная энергия. 31 ячейка, 400 киловольт. Все это очень компактно, несмотря на такие внушительные размеры. Если бы это было открытое распредустройство, оно бы было на территории там 10 футбольных полей, а то и больше. Энергия из этого распредустройства спускается под землю и подземными кабелями идет до выхода наверх, потому что в промышленную зону сложно завести высоковольтный ЛЭП.
Эти высоковольтные ЛЭП стоят чуть подальше. Здесь же располагается еще одна электростанция Ras-Laffan, которая питает только газовый хаб. Она не связана с энергосистемой. Она производит электроэнергию и воду только для нужд этого промышленного узла. Спускаемся чуть южнее, и мы видим вторую электростанцию, одну из самых старейших. Это даже не электростанция, это комплекс. Рас Абу Фонтас. Это комплекс электростанций общей мощностью 1,5 гигаватта, 1500 мегаватт. Вводились они в разное время. И также на территории этого комплекса находится опреснительная станция. Да, я забыл сказать, что Ras-Laffan обеспечивает до 30% всей электроэнергии Катара и 20% потребностей в питьевой воде всей страны. Рас Абу Фонтас расширяется и строит терминал Е. Там электростанции, их энергоблоки, очереди, как у нас принято называть, обозначаются буквами А, Б, С, Д. И вот сейчас вводится комплекс Е, и еще на 2400 мегаватт планируется его завершить в 2029 году. А теперь взглянем на вторую по мощности электростанцию Аль-Хол. 2520 мегаватт и уникальная опреснительная установка, не такая, как у той первой электростанции, а использующая обратный осмос. Более энергоемкая, но более эффективная. Тут уже не греют воду, не испаряют ее и не конденсируют, а пропускают через специальную мембрану под давлением. А дальше оставшийся рассол отправляют обратно в море. Эта станция Аль-Хол обеспечивает до 40% потребностей в питьевой воде всей страны. Станция Аль-Хол тоже соединена с энергосистемой высоковольтными линиями 400 кВт. И частично эти линии идут под землей в виде кабелей, и потом выходят и идут, шагают по воздуху. И тут меня, ребята, осенило. Сижу, монтирую видео про Катар и понимаю самую главную загадку пустыни. Почему в Катаре в 2 раза больше кабельных линий, чем воздушных? Потому что высокая температура, пыльные бури и не только. 8000 километров кабелей, 4000 километров воздушных линий. И кабели с каждым годом превалируют. Я заглянул даже в катарские ПУЭ, качал их и в Телеграме будет раздам всем. И там я выяснил, что на глубине метр уже температура менее 30 градусов и держится стабильно. А сверху в воздухе до 60 может доходить. Фишка в чем? Посмотрите на эти фото их монтажа. Монтаж просто идеальный. Поверьте мне, человеку, проработавшему 10 лет в высоковольтных кабельных сетях города Минска, что уложить кабель — это 90% его успеха. Посмотрите, как они его укладывают. Во-первых, что там тютелька в тютельку, все подушечки, песчаные подсыпочки. И кабель сам, который лежит в земле, должен быть качественным, чтобы его положил и забыл. Какие марки кабеля они применяют? Поначалу Nexans покупали всякие международные, потом перешли на свои, начали делать свои. И это ключевое. И я тоже решил у себя на участке проложить 160 метров кабеля под землю. Самое важное в этом — это защитить его механически. Ну, например, в гофру запихать. Я выбрал оранжевую от ИЕК из-за ее сигнальных свойств. Но самое важное — это сам кабель. Рассчитал все, приехал в магазин, говорю, дайте мне кабель, который я положу в землю, и он будет лежать у меня там 30 лет, и я не буду знать беды, вообще проблем. И что вы думаете? Берет продавец с полки и достает мне целую бухту Конкорда. Потому что Конкорд — это честные жилы, честная медь, честная изоляция, честная оболочка и высокая надежность. 160 метров я уложил по своему участку и буду еще впереди монтировать светильники, делать герметизацию и так далее, разделывать и делать соединения. И это все увидите в дальнейших видео. Самый главный вывод. Живете вы в Катаре, в России, в Беларуси, где угодно. Если вы делаете что-то на долгие годы, берите кабель Конкорд. Взяли Конкорд и забыли про все проблемы. Если нужна скорость, качество, комфорт, выбираем кабели Конкорд. Сам придумал. К высоковольтным линиям мы перейдем после того, как посмотрим все электростанции. Давайте смотреть следующую. Станция Месаид. Промышленный район Месаид. 2010 мегаватт. Третья по мощности и также имеет свои опреснительные установки. Связана с энергосистемой высоковольтными линиями. И тут внимательный зритель может на карте заметить. Рядом с электростанцией Месаид находится еще одна электростанция. А зачем строить 2 электростанции рядом? Оказывается, Месаид уже была давно построена. И потом рядом построили станцию Каталум. Я сразу подумал, что Каталум — это обычное арабское название.
Но что-то меня навело на мысль, что здесь не все так просто. Кат означает катар, алум – алюминий. Это то же самое, что русал. То же самое, что русский алюминий, только там катарский алюминий. Вы представляете, две энергетические компании, катарская энергетическая компания и норвежская, инвестировали и создали алюминиевый завод и электростанцию к нему. Производство первичного алюминия требует большого количества энергии и воды. И вот, уже когда была электростанция Месаид, построили электростанцию Каталум мощностью 1350 мегаватт, и она в основном работает на алюминиевый завод. Но позже создали связь с энергосистемой и провели также линии, связывающие Каталум с Месаид. Производство алюминия – это очень интересный процесс. И самый важный процесс в этом всем – это электролиз глинозема. И там пропускают такие огромные токи, что если вы будете идти рядом с алюминиевым заводом и бросите какую-нибудь арматуринку, ну длиной, например, там 30-40 сантиметров, она будет просто вот так вот стоять вертикально на земле от действия магнитного поля. Вы можете разбросать много таких арматуринок, и они будут как ежик стоять на земле. Вы представляете, как щетина за счет большого магнитного поля электролизеров. Так вот, электростанция Каталум работает в основном на алюминиевый завод. И помните, там, где делают алюминий, необходимо много воды и много электроэнергии. Идем дальше. И какая же пустыня без мощной солнечной энергетики? Вернемся в центр пустыни, в центр Катара, еще раз приблизим этот большой черный квадрат, и мы видим, что это огромная солнечная станция Аль-Карса. 800 мегаватт. 1 миллион 800 тысяч солнечных панелей. Вы только себе представьте. И эта электростанция выдает энергию на напряжение 400 киловольт. Мы сейчас видим как раз эти повысительные подстанции. Вы же помните, что все эти солнечные панели, они собираются в кластеры, там стоят инверторы. Инверторы преобразуют постоянный ток, получающийся от этих солнечных электростанций, в переменный. Дальше трансформаторы повышают, все это идет в энергосистему. И пока светит солнышко, вот эта станция работает на полную мощность. Планируется еще построить 2 солнечные станции, они уже вроде как в процессе строительства, рядом с Раслафаном и рядом с Месаидом, чтобы использовать существующую инфраструктуру электростанций. И тогда солнечная энергетика Катара расширится с 800 мегаватт до 1600 мегаватт, то есть 1,6 гигаватта. Это уже серьезная станция по Солнцу, которая будет в Катаре, но разбросана по 3 частям. И вот эти электростанции с помощью высоковольтных линий электропередач 400, 220 и 132 киловольта соединяются между собой. Существуют также крупные энергетические хабы, мощные электрические подстанции, которые являются как бы энергетическими перекрестками, получают энергию с разных сторон и перенаправляют ее в разные стороны. Управляет всем этим системный оператор. И прежде чем мы перейдем к этим высоковольтным линиям, мы давайте заглянем в дома катарцев. Мне не терпится вам рассказать про электрощитки, а потом мы вернемся к распределению энергии. Итак, когда энергия уже пришла в дома катарцев, давайте откроем двери и посмотрим на электрощиток. Я уверен, вы удивитесь. Во-первых, он похож одновременно и на американский, и на британский. Вертикальное расположение автоматических выключателей аппаратов защиты. Чистая Америка. Использование бакелита, черные бакелитовые автоматы. Ну реально же Америка. Потому что в Британии в основном модульные аппараты, которые располагаются горизонтально. А тут вертикальные, да еще втычные, такие как в США, на жестких шинах. И если раскрыть щиток, мы увидим, что к щитку подходят мощные провода 16 и 25 квадратов медные, многопроволочные. И на вводе в основном стоит 100-амперный выключатель нагрузки. Дальше мы видим, есть 63-амперный УЗО, то есть ограничение потока все-таки есть. Внимательно присмотритесь на ту карточку, которая прилагается к каждому щиту. Что мы видим? Отходящие линии не только 2,5 квадрата медь, но и 4 мм квадратных провода отходят для мощных потребителей. А вот эта строчка заставляет нас задуматься. Посмотрите, от одного автомата отходит 6 проводов. Сразу 6 проводов. Эти провода идут к розеточной линии. 7 розеток, но 4 провода по 4 квадрата и 2 по 2,5. 4 провода по 4 квадрата – это фазы с нулями, а 2 по 2,5 – это 2 земли.
Но зачем 6 проводов? И я долго этого не мог понять, пока не вспомнил, что я делал видео про британскую электропроводку. Ссылка в подсказке в описании, смотрите внимательно. Это кольцевая схема. То есть из этого автомата выходят 3 провода, идут в ближайшую розетку в помещении. Дальше розетки шлейфуются между собой, то есть от розеточки к розеточке идет шлейф. И из последней розетки в этом шлейфе 3 провода возвращаются к автомату. Все, поэтому на схеме обозначается, как будто из автомата выходит 6 проводов. В реальности эта энергия уходит на кольцо розеток. SS означает Socket Switch. То есть розетка вместе с выключателем. Классический британский BS1363 стандарт. Просто Катар его адаптировал под свои условия. Если вам доведется когда-либо жить, путешествовать или работать в Катаре, учитывайте эту информацию, она будет вам полезна. Вы будете знать, как устроено электроснабжение в тех же домах. Можете еще раз посмотреть мой ролик про британскую проводку, он поможет разобраться в этом вопросе глубже. Из интересного в катарском электрощитке еще маркировка фаз. Красный, желтый, зеленый – это наша маркировка, а красный, желтый, синий – маркировка в Катаре. То есть вместо зеленой фазы у них синяя. И эти фазы равномерно идут 3 жесткими шинами в щите. И с них равномерно снимается нагрузка на эти автоматы и расходится по дому. То есть практически все жилье, будь то квартира, вилла или номер в отеле, даже номер в том отеле, про который я рассказывал в начале, тоже имеет трехфазный ввод на 100 ампер. Давайте еще раз заглянем в щиток в номере в отеле. Посмотрите. Трехфазный ввод 100 ампер, 25 мм квадратных на вводе, медный провод. И все это расходится на розетки, кондиционеры, освещение и что-то еще в отеле. Но 100 ампер на один номер, согласитесь, это мощно. Катарский щиток, будь то в отеле, будь то в вилле или в квартире, он лаконичен, компактен и содержит в основном автоматы и диф-автоматы. А теперь давайте посмотрим, что внутри одного из лучших наших щитов. Открываем. Ого! Щит на 72 модуля, полностью металлический, но этот совмещенный. Здесь отсек мультимедиа, а это силовой блок. Давайте снимем фальш-панель или пластрон и посмотрим, как там все устроено. Сама фальш-панель – это лего. Ее можно собрать под свои нужды, сделать больше, сделать меньше, соединяется как пазлы. При этом здесь все очень удобно устанавливается и зазоры выполнены очень четко. Вверху расположены 2 шинки. Шинка заземления, шинка нейтрали. Их можно переставлять. Эти шинки легко достаются и их можно переставить в любое место, меняя крепежи. На самих динрейках вы можете установить все ваши любимые защиты. Защиты по току, по напряжению, контакторы, УЗО, УЗДП. Все виды автоматов, одним словом, защититься по-настоящему. Крепежи фальш-панелей вынимаются легко, их можно переставить и сделать другой набор внутри щита. Добавить еще динреек вместо вот этой модульной планки для мультимедиа устройств. Но щит идет не голый, к нему еще много всяких дополнительных вещей. Ну это понятно, это кабельные вводы. А это, посмотрите, это крепеж для розеток, праймеры. Он устанавливается вот сюда, чтобы можно было подключить устройство мультимедиа. Есть удобный держатель для модема. Он устанавливается вот сюда, вот вниз. Вы спросите, а как же модем внутри металлического щита? Ну, во-первых, в нем есть вентиляционное отверстие. А во-вторых, по результатам испытаний, только 18-20% сигнала гасится конструкцией щита. О качестве говорит и покраска щита. Это матовая, белая, равномерная краска. Сразу видно, что нанесена в электростатической камере. Нигде нет ни наплывов, никаких капель, ничего. Прям как будто идеально эта краска родилась на этом щите. Равномерно расположенный довольно широкий уплотнитель. И, конечно же, винты для соединения дверцы с корпусом щита. Дверь щита можно переставлять на любую сторону. Для этого предусмотрены все отверстия. Поэтому все для вашего удобства. Самый мощный, надежный, сильный, красивый и функциональный щит Titan 5. Больше информации по щиту Titan 5 это ЕК вы можете найти по ссылке в описании. Поехали дальше. Мощнейшая сеть LEP 400 кВт, 220 и 132. Посмотрите, как выглядят эти LEP. Они шагают по пустыне высоко, практически все анкерные опоры. В отличие от наших широт, где мы применяем анкерные только на анкерных пролетах, на углах, на поворотах, переходах через дорогу, то по Катару
По всей пустыне шагают анкерные опоры. Тем не менее, часть из них используется просто как промежуточная, на которых провода подвешиваются, но не крепятся. В пересечениях с дорогами можно увидеть большое количество шаров, это для малой авиации. Вертолеты, низколетящие малые самолеты. И, кстати, этих вертолетов в Катаре очень много. Пока я ездил, видел сразу штук 5. Поэтому шары там эти висят не зря. Это маркеры для малой авиации. Также можно заметить вновь строящийся ЛЭП. У них вместо изоляторов висят раскаточные ролики. В них только заводят провод, его будут натягивать и крепить потом к гирляндам. В Катаре есть своя компания, национальный оператор, который управляет сетями. И что интересно, он находится в Дохе, и этот национальный оператор объединяет в себя 3 операторов. Оператор всей высоковольтной сети, оператор сети столицы Дохи, как самого крупного, одного из, единственного крупного города в стране. И оператор всех распределительных сетей. Все они собраны в одном диспетчерском центре. В этом уникальность диспетчерского управления Катара. Распределительная сеть, казалось бы, небольшая, но и страна же небольшой величины. Буквально 3 миллиона жителей, из которых 300 тысяч – это коренное население. Когда энергия от высоковольтных ЛЭП 400, 220 и 132 киловольта пришла на мощные узловые подстанции, от нее расходятся более мелкие. И среднее напряжение у Катара 11, 22, 33 и 66 киловольт. Похожие, как были в Норвегии. И, наверное, точно такие же, как и есть в Британии, потому что все-таки Ближний Восток унаследовал много британских стандартов. И ЛЭП среднего напряжения точно так же выполнен, как у нас. 3 проводами, то есть это сеть с изолированной нейтралью. Но она может быть изолированная, резистивная или еще какая-нибудь компенсированная. Идут они как воздушные вдоль дороги, их можно увидеть, с обычными индивидуальными трансформаторами, а также установлены классические бетонные трансформаторные подстанции, как у нас в городах. Я даже вообще не заметил отличий между трансформаторной подстанцией 11 кВт на 0,4 между нашей Минской 10 на 0,4. Это сразу моноблок, сделанный из бетона, который прямо отгружается, ставится и внутрь комплектуется оборудованием. Внутри бетонных подстанций закрытых проще организовывать охлаждение. Там бетонные стены используются все-таки как изоляция от внешней такой очень неблагоприятной среды. Высокие температуры, 45-50 градусов, влажность до 75% в августе доходит и в сентябре. Все это лучше спрятать в бетонную коробочку и там кондиционировать, охлаждать и поддерживать температуру. Но сети распределительные в Катаре в основном кабельные, воздушных не так много. В основном только вдоль дорог идут воздушные линии, в городах все выполнено максимально кабелями. От одной из узловых подстанций идет на юго-запад страны двухцепная линия 220 киловольт, то есть на одной опоре сразу подвешены 2 линии. Идет, доходит до определенного населенного пункта, а дальше 12 километров эта линия идет только к одному отелю. И после того спускается в землю и еще 2 километра подземными кабелями. Стоимость этой линии можно оценить так. Подземный кабель стоит $1 миллион в километр, а $500 000 воздушная линия. Это стоимость всего вместе с установкой, прокладкой, монтажом, согласованиями и так далее. Можете умножить и посчитать, сколько стоит только эта линия. Подстанция такая стоит около $100 миллионов. Только одна подстанция, которая стоит на территории отеля. А сколько же стоит сам отель? И почему столько много энергии? Вы же помните, я упомянул щиток в номере отеля. 100 ампер. 300 таких номеров по 100 ампер. 84 виллы, еще 31 вилла. Отдельно общественный центр. Отдельно торговый центр, футбольные поля и огромный аквапарк. Все это требует большого количества воды. А оазис нужно снабжать водой, водоснабжение и водоотведение. Но, чтобы не тратить эту воду впустую и не сливать дальнейшие стоки в море, все стоки с этого отеля с помощью вакуумной системы, то есть не самотеком, специальная вакуумная система создана, которая собирает все стоки, перерабатывает, и на орошение, то есть полив всех вот этих газонов, цветов, клумб и пальм, идет уже вода очищенная со стоков. Очистка тоже требует большого количества энергии, потому что это фильтрация. И вот мы понимаем, что сам отель с его мощным кондиционированием,
поливом, очисткой сточных вод и всей инфраструктурой он больше целого города, районного пункта в Беларуси. Поэтому он потребляет такое огромное количество энергии. Итого вы видите, насколько огромный проект реализован в Катаре. Тем не менее, побывав в этом оазисе, хочется вернуться сюда еще раз. Хотя бы для того, чтобы еще более подробно изучить систему очистки и фильтрации воды. Мне, как инженеру, даже на отдыхе хочется познавать всякие интересные технические детали каждой страны. Я уверен, что рассказ про Катар, про его уникальную энергосистему, состоящую из электростанций, высоковольтных ЛЭП, сетей разного напряжения, вам понравился. Пишите свои вопросы, смотрите в подсказках и в описании дополнительные видео по этой теме. Оставайтесь на положительной волне, не забывайте отдыхать. Приятный бонус для тех, кто досмотрел до конца. Тайна кругов пустыни. Вы же помните, как тяжело добывают воду в пустыне, опресняют, используют большое количество энергии. А потом, когда эта вода проходит через краны, умывальники, ванны, раковины и унитазы, она возвращается на очистные сооружения. А после очистки ее не выливают никуда, ее используют для орошения специальных ферм. Вот таких вот кольцевых ферм, на которых выращивают траву и другие растения для корма животным, например. Так что тайна кругов раскрыта. Это оборотное водоснабжение, то есть это использование воды после ее очистки. С вами был Мальков Александр. Увидимся!